Димусь, ну я знаю, ты не любишь сниматься, да. Ну подожди. Добрый день, друзья! Сегодня продолжение истории о животных, живущих с нами. Это наш кот Дема. Дема у нас совсем не звезда экрана. Он очень не любит, когда включается камера. Демочка, ну посиди, ну хотя бы 5 секунд. Да. Да, вот такой. Демочке 8 лет. Он тоже очень взрослый, но обратите внимание на Демин взгляд. Он всегда такой. И даже некоторые наши друзья боятся этого кота, именно этого взгляда. Всегда такой суровый, но кот очень добрый и ласковый. Да. Давайте я его отпущу и расскажу небольшую историю появления этого кота у нас дома. Летом 2013 года стоим на балконе. Во дворе играют дети с каким-то маленьким котенком. Играли, разбежались по домам, котенок остался во дворе. Поиграли и бросили. Подошли еще какие-то взрослые, посмотрели, пофотографировали котенка и опять оставили. И так до самого вечера. Но мы думаем, может быть, котенок потерялся, может быть, еще что-то случилось, может быть, найдется хозяин, может быть, кто-то его возьмет. Наступают сумерки, котенок остается один во дворе, а котенок очень маленький. Муж пошел, посмотрел на этого котенка. Ну куда? У нас своих на тот момент было 3. Ричечка, Рич, давай ты помолчишь немножечко. А то слышно только тебя. А у нас есть под домом техническое помещение. Мы его просто называем подвал. Там живут кошки, которые ловят мышей. Это специальные кошки, которые живут в нашем доме. И весь дом их кормит. Ну, конечно, через моего мужа, потому что он чаще с ними там общается. Но это такое, так, чтобы было понятно, что делать с этим котенком сделать. Котенок маленький. У кошек, у одной из кошек были котята. Там было, по-моему, на тот момент 2 кошки. Отнесли в подвал, потому что оставлять такого котенка бывают бродячие собаки. Просто разорвут такого котенка. Отнесли, покормили, оставили. Утром приходит муж, а котенок сидит в углу. Видимо, кошка, которая кормила котят, ну, чем-то он ей не понравился, он сидит в углу с подбитым глазом. Ну, в общем, и там плохо. Ну что, куда? Куда? Только домой. Котенка можно забрать только домой. А котенок интересный, черный, вот такой весь какими-то, ну, пушистый, но такое впечатление, что у него вот это вот такая пушистость, как перьями вот так торчит, на ушах такие небольшие кисточки, которые сейчас пропали, глаза вот эти безумные, а глаза голубые. Вот ярко-голубые глаза. Наверное, поэтому все ходили, его фотографировали, но никто так и не взял. И котенок этот такой несчастный, конечно, домой, конечно, лечить глаз, конечно, но он такой ласковый, такой домашний, что остался у нас, как всегда, остался у нас дома. Но это было бы последняя печаль. Набили глаз быстро вылечили, ничего в этом страшного не было. Но проходит месяц. У нас все коты привитые, все коты с прививками, поэтому ничем они у нас не болеют. И вдруг этот такой милый котенок, почему он Дема? Он не Дема, он демон. Вот когда мы увидели вот эти перья, голубые глаза, кисточки на ушах, вот этот непонятный взгляд, такой демонический, очень строгий, назвали его демон. Мы его называем дома Демка, Демуся.
Хороший очень мальчик, но очень шкодный, как оказалось. В общем, прошел где-то месяц, и вдруг наш котенок становится вялым, не играет. Ну, что-то случилось, и определить же по такому маленькому котенку, что ему там 2 месяца. Он такой уже и не крошечный котенок, но подросток, как я называю, это возраст велосипед. Он никакой, он не котенок, не подросток, такой средняя какая-то вот, как колбаса такая. Средний подростковый возраст. И вот этот он лежит, ничего непонятно. Ветеринарная клиника, анализ крови, анализ там еще какого-то, в общем, несколько анализов крови. И у него энтерит. Энтерит – это страшная болезнь для животного. Целую неделю у этого маленького котенка стоит капельница в лапке. И целую неделю муж на 2 часа на капельнице. Уколы. Хорошо, что муж умеет делать сам. Но такому маленькому котенку можно... Ну, я, например, боюсь делать уколы. Он делает, потому что уколы нужно делать там каждые 3 часа. И носить туда-сюда котенка, да, когда приносишь на капельницу, там делают то, что возможно, на ночь надо еще делать. Там 1 или 2 укола. Вот он ему делает уколы. Он лежит у нас на кровати. Ну и вот этот вот... маленькая длинненькая сосиска, как я его называла, лежит и не подает признаков жизни. И смотреть на это просто невыносимо. Я к нему подходила и все время говорила: Демочка, мы тебя так любим, ты, пожалуйста, выздоравливай. Даже сейчас говорить об этом страшно. Это было в течение 10 дней. Врач сказал, что энтерит не лечится в таком возрасте. Он очень маленький для такой тяжелой болезни. Изолировать котов было бесполезно, но так как они с прививками, никто не заразился. И через 10 дней этот чудесный котенок выздоровел. Да, потом была длительная реабилитация. Очень много лекарств, уколов. В общем, мы его лечили, потом долечивали больше месяца. И этот кот, ну, мы считаем, что это именно из-за этой болезни, он потерял голос. Речь нельзя. Если он сейчас мяукает, то вот можно взять его на руки. Но это он не любит камеры. А так его можно взять на руки. Он очень ласковый, положит голову. И тогда можно услышать его тихое мяу или мурмур. А так он не такой говорливый, как Сёма. Не слышно его. Но он очень добрый, очень шкодный. К сожалению, фотографий на тот момент мы не делали. Есть фотографии, которые обязательно поставим в видео. Его уже постарше. Конечно, голубые глаза исчезли. Стали глаза такие глубоко ярко-зеленые глаза. Мы его очень любим. Это единственный кот, который обожает котлеи. Вот его не видно целыми днями. Он может найти себе укромный уголок, причем этот укромный уголок знает только он. Можно его искать в квартире и не найти. Вот так он любит спрятаться, где-то спать целый день. Но если вдруг я поливаю котлеи и на 5 минут оставила их без присмотра, вот это демон, откуда ни возьмись, появляется Дема и тут же начинает грызть котлеи. Так что в тихом омуте черти водятся, поэтому он и Дема, поэтому он и демон. Так как он знает, что такое улица, он каждое утро выходит на балкон и просится взять его на ручки, показать ему, что делается на улице,
с удовольствием всегда смотрит, и, как всегда, я ему говорю: Дема, нюхаем воздух. Обязательно нужно посмотреть в окно на балконе, но обязательно в открытое окно. При жаре, морозе, все равно это ритуал. А еще он очень интересно кушает и что-то просит. Может попросить маленький кусочек мяса. Он мяукать не умеет, поэтому он подходит и трогает лапкой. Если я к нему стою спиной, он может прыгнуть на стул и по плечу меня побить. Так он просит кусочек мяса, а еще больше он всегда просит кусочек свежего хлеба. Я пеку хлеб дома сама, и когда достаю его из хлебопечки, Дема самый первый. Ему нужно дать маленький кусочек корочки. Знаете, как он берет? Он ее берет вот так когтем или в рот. Жалко, нет таких снимок. Берет на коготь этот кусочек, или в рот, или бросает на пол и играет с ней как с мышкой, пока не замучает, не съест этот кусочек хлеба. Самый большой друг его, конечно, Юля. Они с ним могут играться. Все. Но сегодня не о тебе. Да, сегодня не о тебе. Играться, бегать, гонять игрушки по квартире. Но это происходит примерно час в день. Они набегаются. Без вас никак. Ну никак. Без Ричи с Демой. С Семой. Рич. Без нас никак. О ком бы не рассказывали. Так, Рич, так, ты умеешь хорошо сидеть. О ком бы не рассказывали, Рич и Сёма присутствуют всегда. Рич, о тебе я тоже расскажу, обязательно. А как же? А сегодня про Дему. Все, не мешай. Ну не мешай, пожалуйста, да. Вот такой у нас есть еще один кот. Я думаю, что он бы не выжил ни на улице, ни в природе, потому что уж очень было сложное его лечение. А так, хороший, любимый, замечательный кот Дема. Дема, дай лапку.